Кремль ставит перед собой задачу привести к власти реваншистские силы, которые попытаются разжечь огонь на Южном Кавказе. Теперь, друзья мои, переходим к России-матушке. Политический режим в России стал предельно ломкий и уязвимый, чем напоминает тающий весенний лед на поверхности водоема. Российскую псевдоэлиту на сегодняшний день беспокоит и нервирует состояние неопределенности из-за деформации структуры власти в России, в которой Путин не только перестал быть арбитром и балансом, но и, наконец, истлел весь тот флер сакральности, который обнажил весь тлен бытия эпохи позднего Путина. Стареющий Путин живет в стерильных условиях альтернативной реальности, где доминирует лишь одно правило – не расстраивать ни при каких условиях. И принцип отношения очень простой. Все хорошо, прекрасная маркиза, ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. И вот в этих условиях комфортной альтернативной реальности Путин воюет с нацистами, освобождает порабощенный народ и, самое главное, с воодушевлением строит новый скоростной участок железной дороги Санкт-Петербург-Москва. В то время как в реальном мире псевдоэлита находится в недоумении и не может найти ответ на фундаментальный вопрос. Почему на фоне стремительно падающего рейтинга Путина стареющий Путин собственноручно усиливает турбулентность в российском политикуме? По каким-то понятным только Путину причинам он отказался от проведения кадровой ротации, которую он обещал провести в марте месяце. Кадровая ротация преследует три цели. Первое – это новый премьер-министр, который в час X станет исполняющим обязанности президента. И это тот самый ключевой вопрос, который беспокоит псевдоэлиту. Они прекрасно знают и понимают, что время Мишустина безвозвратно ушло. Второе – это обновленный кабинет министров. И третье – это благодаря тому, что происходит кадровая ротация, новый премьер, обновленный кабинет, таким образом происходит некое сглаживание негатива перед выборами, сентябрьскими выборами в Государственную Думу. А Кремль считает, что эти выборы, как никогда, могут быть совершенно непредсказуемые. И многие считают, что это может быть даже политическим маршем Пригожина. Май месяц – это последний срок, когда Кремлю в формате лайт-версии можно провести кадровую ротацию, потому что через месяц наступает сезон отпусков, который плавно переходит в сентябрь. И в этих условиях Кремль идет на крайне рискованный и отчаянный шаг. Шаг с целью смотивировать стареющего Путина на героический поступок или героический подвиг в стиле барона Мюнхгаузена. То есть заставить Путина провести кадровую ротацию. И вот для этого был задействован потенциал так называемого гласа народа в лице раскрученных медиаперсон. Вы прекрасно помните, как в апреле кучно пошли резонансные обращения к Путину, начиная от одиозных Прилепина и Охлобыстина до удрученного интеллектуала академика Нигматуллина. И вот на фоне этих властелинов, верхних мхов, нижних порогов и трех мостов на авансцену выводят ее, Боню, бурерожденную, Кхалиси, Лигурийского моря, разрушительницу скреп. И обратите внимание на манифест Кхалиси. В этом манифесте отражена вся квинтэссенция предыдущих ораторов с их резонансными заявлениями. Царь наш батюшка российский, он хороший, а вот во всем виноваты бояре-супостаты. Бояр менять надо, они врут, крадут и, наконец, возвели великую китайскую стену между царем хорошим российским и скрепоносным народонаселением. Менять супостатов нужно, менять, ату их. Ну а нам с вами, уважаемые дамы и господа, остается только наблюдать, сделает ли Путин этот шаг или не сделает. И чем закончится эта интересная комедия. И относительно заговора элит, о котором очень многие сейчас говорят.
Боится ли Путин российскую псевдоэлиту? Боится. И, конечно, безусловно, сильно боится. Но поэтому он и очень хорошо кормит российскую псевдоэлиту. Посмотрите, на начало войны с Украиной в российском списке Forbes было примерно 87 миллиардеров. Пятый год войны. Таких миллиардеров стало почти 150 душ. Итого почти в 2 раза. Правда, есть и ложка дегтя в этом вкусном и сладком медовом сбитне, которую туда 17 апреля добавил министр Решетников, который сказал, что российская экономика практически выработала весь свой ресурс. Но министр Решетников, будучи человеком культурным и деликатно умолчал, что дыра в бюджете Российской Федерации на сегодняшний день составляет 105 миллиардов долларов. А ликвидная часть Фонда национального благосостояния 49 миллиардов долларов, а инфляция в районе 16%. Так что сытное кормление элиты, псевдоэлиты, возможно только сейчас, когда все эти издержки еще можно переложить на сильные плечи скрепного народа населения. А завтра? Так вот, с чем Путину удивительным образом повезло, так это со скрепоносным народонаселением. Гомо советикус. Гомо советикус, который сформировался в советский тоталитарный период. И советская идеология, и ее главная действующая, направляющая сила – пропаганда. Вот пропаганде удалось сгенерировать совершенно новую идентичность с набором инновационных рефлексов. И вот эти инновационные рефлексы помогают шаблонному человеку, гомо советикусу, адаптироваться в условиях абсолютной ненормальности. И именно поэтому гомо советикус идеально вписался в псевдоэкосистему Путина. Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло так, что он задумал покорить их сам. В Кремле разбилось голубое блюдце. Из колокольни колокол упал. Зажглись над Русью люстры революций, и начался кромешный русский бал. Утихнут звуки суеты мирской, повиснут флагов вялые мочалки, тогда в ночи помчатся по Тверской, стреляя пулеметами тачанки. Там будет кровь в озерах, как вода, и звезды упадут за горизонты, гремя огнем пойдут на города танкисты из восставших гарнизонов. Александр Проханов. Люстры революции. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Какая жизнь, такая и поэзия. Да, уже начало неплохое. 25 года Совет по геостратегии, это аналитический центр в Лондоне, занимающийся формированием внешней и оборонной политики Его Величества, подготовил 55-страничный доклад под названием «Особые отношения. Подготовка Великобритании и Соединенных Штатов к новой эре», где основной месседж следующий. Отношения между Великобританией и США являются краеугольным камнем международной безопасности. Также в докладе было отмечено, что Великобритания видит в Россию угрозу европейскому континенту, в то время как Соединенные Штаты обеспокоены растущей военной и экономической мощью КНР. В докладе указывается на предложение разделить сферы влияния. США занимаются западным полушарием, включая Индо-Тихоокеанский регион, а Великобритания занимается переформатированием Европы. Плюс Вашингтон не будет настаивать на том, чтобы Лондон прекратил всяческие отношения с Пекином. Однако в ноябре 2025 года Вашингтон в ультимативной форме потребовал от Лондона прекратить все отношения с Пекином, что еще больше усилило конфронтацию между кузенами. В декабре 2025 года Совет по геостратегии выпустил 11-страничное дополнение, в котором открыто уже говорится о интересах Великобритании на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и Центральной Азии. В январе этого года Госдеп официально объявил, что западное полушарие является зоной интересов исключительно Штатов. В конце января Кир Стармер прибыл с 4-дневным официальным визитом в Китай, первым официальным визитом за 8 лет.
Вашингтон расценил это как вызов. А теперь, уважаемые дамы и господа, небольшая ремарка. Трамп для англосаксонского истеблишмента, что старого, что нового света, является чужим. И даже не потому, что в свое время Трамп сделал ставку на союз с представителями очень влиятельного ортодоксального течения в иудаизме хасидами, Хаббат-Любавич. Причины кроются совершенно в другой плоскости. Но англосаксонский эстеблишмент прекрасно понимает, что старая модель мирового порядка Ялтинско-Потсдамская с распадом СССР умерла, как и умерли все ее ключевые институты, включая НАТО и ООН, которые являются недееспособными. Миру нужен разрушитель, миру нужен ликвидатор для зачистки всего старого и костного, то, что мешает идти миру вперед. И Трамп идеален для этой роли. Его миссия – разрушение. И с этой миссией, как вы прекрасно понимаете, он идеально справляется. Нетаньяху. Биби изначально был крайне враждебно настроен к стратегии Великобритании по возвращению на Ближний Восток. Биби был в бешенстве из-за того, что под давлением Лондона Вашингтон вступил в 12-дневную войну 25 года лишь на завершающем этапе. Зимой этого года Биби понял, что конфликт кузенов – это шанс изменить его подвешенное состояние. Ведь с одной стороны, осенью этого года будут выборы в Кнессет, а с другой стороны, Нетаньяху проходит как обвиняемый по 3 статьям. А вкупе это все означает одно – дамоклов меч, который висит над Биби. И Биби посчитал, что если сейчас Израиль при поддержке Соединенных Штатов зимой вступит в войну с Ираном, то они ее выиграют. Израиль выиграет, по мнению Биби. А соответственно, кто главный герой? Он, Нетаньяху. А героя, как известно, не судят. Соответственно, по планам Нетаньяху он получает большинство в Кнессете и, наконец, получает то самое помилование от президента Герцога. Также на руку Биби играло и нахождение Трампа в состоянии интенсивного счастья, эйфории, которая у него возникла после победы над Венесуэлой, чем Нетаньяху мастерски и воспользовался. Но главной ошибкой Нетаньяху было то, что он не учел роли игрока Лондона. Лондон всегда просчитывает варианты и всегда формирует комбинации на много шагов вперед. К тому же Лондон умеет подчинять своей воле других и делать так, чтобы другие, даже этого не понимая, выполняли волю Туманного Альбиона. Лондон бросил дохлую кошку. Лондон спровоцировал Биби на безрассудный шаг – втянуть Трампа в иранскую ловушку. К тому же у Трампа не было рядом тех, кто мог бы отговорить его от участия в этой авантюре. И все благодаря реформе Илона Маска, когда из Госдепа были уволены все высококлассные специалисты-иранисты. А те, кто оставались с Трампом и остаются, никогда ему не противоречат. Нетаньяху представил Трампу спешно составленный план главы Моссада Давида Барнеа. Следует отметить, что представители силового блока Израиля в большинстве своем восприняли этот план скептически. Достаточно одного примера. Глава управления разведки Израиля Аман генерал Шломи Биндер. Аналогичной точки зрения придерживались и высокопоставленные военные в Пентагоне. Но в Вашингтоне они не были услышаны. Зато в Вашингтоне у Биби есть 2 верных и надежных союзника. 2 веселых хасида, Вестек и Зятек, которые убедили все остальное окружение Трампа в необходимости и целесообразности именно сейчас начать военную кампанию. Трамп принял решение, а после он уведомил монархии залива о том, что он начинает войну. Он также им сказал, что война будет быстрой, они ничего не поймут и ничего не почувствуют. И его фирменное слово «все будет fine». И вот наступило 28 февраля. Архитектура безопасности Персидского залива, которую монархии залива начали выстраивать совместно с Соединенными Штатами, после ухода Великобритании в 1971 году рухнула как карточный домик. Монархии на протяжении десятков лет
полагали, что американская защита и американские военные базы – это лучшая гарантия их безопасности и защиты. Однако с первых недель войны стало очевидно, что американские военные базы не являются той самой защитой, а представляют большей части головную боль. При массированных иранских ударах происходит практически моментальная эвакуация американских военнослужащих, а тяжелые системы ПВО, включая дорогостоящие радары, оказываются малоэффективными. Из 13 американских военных баз в регионе 6 получили тяжелые разрушения. Также стало очевидно, что наземную операцию, без которой кровавый и ублюдочный теократический режим МУ не уничтожить, проводить невозможно. И невозможно проводить в силу географических особенностей Ирана. Горы покрывают большую часть Иранского Нагорья, а между горными системами Загроз и Эльбрус располагаются соляные пустыни и болота. Монархии оказались на распутье. Что же теперь делать? И нет безопасности, нет защиты. Мало того, грядущая финансовая катастрофа с мегаколоссальным ущербом. Ведь на протяжении последних десятков лет монархии вкладывали десятки миллиардов долларов для того, чтобы создать в своих государствах прежде всего финансовый и туристический рай. И сейчас это все практически рухнуло. На этом фоне монархи начали закулисные переговоры с Лондоном. Узнав об этом, Трамп пришел в ярость и вылил весь свой праведный гнев, в кавычках, конечно, на наследного принца, демонстративно оскорбив и унизив которого. Важным мотивом начать этот диалог, как ни странно, являются деньги. Деньги как инструмент влияния на Иран. К слову сказать, большая часть иранских денег находится в одном из старейших банков Англии, Coutts-банке, который входит в банковскую группу Royal Bank of Scotland. Другие неутешительные итоги правления большого оранжевого дирижабля. Прежде всего и самое главное, разрушены отношения с союзниками. Первое. Придя к власти, Дони заявил о своих территориальных претензиях на часть Европы, Гренландию. Второе. Во время войны России и Украины Трамп поддержал не Европейский Союз и не Украину, а поддержал Россию. И, наконец, третье. Трамп оскорбил европейских союзников, назвав их трусами за то, что они отказались участвовать в его иранской авантюре. Но при этом Трамп забыл, что на протяжении последних 36 лет союзники участвовали во всех войнах, которые вели Штаты. И огромное количество военнослужащих погибли. В сухом остатке Дони, будучи така, традиционно отползет из Ирана. И предварительно, естественно, объявит о своей очередной мега-вселенского масштаба победе. А вот Израиль получает отложенную войну, только еще более кровавую, при одном условии. Если только осенние выборы в Кнессет не изменят политический ландшафт. И в этом случае, если не будет Биби, Израиль становится наиважнейшей частью новой архитектуры безопасности Ближнего Востока. И все мегапроекты Израиля, включая канал Бен-Гурион, будут реализованы. Но у Дони тоже выборный год, промежуточные выборы. И на фоне мутной иранской авантюры нужна реальная победа, которую можно задорого продать избирателям. И вот, на мой взгляд, такой победой должна стать Куба. Почему Куба? Трамп рассматривает Кубу как золотой клондайк, туристическая Эльдорадо, на основе которой можно стать еще богаче. В далеком 2010 году Trump Organization, согласно Кубинскому бюро промышленной собственности, несмотря на эмбарго и санкции, зарегистрировала бренд Трамп для коммерческих целей, куда входит и строительство и управление отелями, строительство гольф-полей, казино и объектов коммерческой недвижимости. Но в 2018 году действие товарного знака истек. И по удивительному стечению обстоятельств в конце января этого года товарный знак Трамп вновь был зарегистрирован. Сейчас на Кубе в основном работают испанские бизнесмены. Испанский бизнес, который строит 5-звездочные отели. А теперь, уважаемые дамы и господа, у меня вопрос к вам.
Не Куба ли стала тем камнем преткновения между Соединенными Штатами и Испанией? И не потому ли Трамп так хочет исключить Испанию из НАТО? Южный Кавказ. Многие считают, что Трамп после неудачи в Иране потеряет интерес к проекту ТРИП. ТРИП – это 42-километровый коридор, проходящий через Сюникскую область Армении и соединяющий Азербайджан и азербайджанский эсклав Нахичевань и Турцию. В реальности это совершенно не так. Согласно договоренности между кузенами, Соединенные Штаты участвуют в этом проекте на самом начальном этапе и выступают в качестве силового тарана. А затем доля штатов будет согласие армянской стороны либо передано, либо продано Великобритании, потому что Южный Кавказ – зона интересов Лондона. Кремль на данный момент утратил возможность комбинационного моделирования на Южном Кавказе и традиционно действует по инерции. Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном и открытие границ между Арменией и Турцией закроет последнее окно возможностей для Кремля. И в Кремле это прекрасно понимают. Поэтому Кремль и использует любую возможность для того, чтобы помешать процессу нормализации. В 1925 году в Азербайджане была пресечена попытка госпереворота. Кремль делал ставку на очень уважаемого авторитетного человека в Азербайджане Рамиза Мехтиева, который на протяжении многих десятков лет был главой администрации у Гейдара и затем уже у Ильхама. А в последнее время он был президентом Академии наук Азербайджана. Плюс осенью 1925 года отношения между Баку и Лондоном вышли на стратегически новый уровень. Это касается и инвестиций, и экономики, и безопасности, и военной сфере. А над реализацией этих проектов наблюдает младший партнер Великобритании Турция. Марк, Гренландия — это крайне интересно. Давайте вспомним опять-таки. Начнем, как всегда, с предыстории, чтобы было все относительно понятно. Трамп заявил, что для США крайне важно, чтобы такая стратегическая точка, как Гренландия, не ушла под контроль России и Китая. Гренландия нам нужна для нашей безопасности, отметил Трамп. Тем не менее, если говорить про опасность для Соединенных Штатов, то ее представляет Шпицберген, через который проходит кратчайший маршрут полета российских межконтинентальных баллистических ракет, направленных на Соединенные Штаты. И время полета в среднем занимает 18-19 минут. Архипелаг Шпицберген является частью Норвегии, но доступ разрешен многим странам, включая Соединенные Штаты Америки, Россию и Китай. Вот в частности, у Китая на Шпицбергене есть научный центр, который в реальности является базой для военных исследований. Гренландия. За воинствующей риторикой Трампа в отношении Гренландии кроется интерес одного из наиболее важных спонсоров избирательной кампании Трампа, Питера Тиля. Питер Тиль – это американский бизнесмен немецкого происхождения, миллиардер. К слову сказать, Питера я знаю лично. И во время нашей первой встречи, первой беседы, я все время ловил себя на мысли, насколько несистемный человек глубоко погружен в оккультные практики, в оккультные знания. И я прежде всего был удивлен глубокому пониманию деталей. И вот когда из уст Трампа впервые прозвучало название острова Гренландия, у нас с коллегами, которые были на этой встрече с Питером Тилем в Нью-Йорке, проходила большая видеоконференция. И нью-йоркские коллеги однозначно сказали, остров – это идея Тиля. Тиль в последние годы сосредоточился на изучении наследия Анненербе. И Тиль убежден, что под толщей ледяного щита в Гренландии сохранились остатки погибшей великой цивилизации 5000 лет тому назад в результате глобального катаклизма. И как бы это все странно не прозвучало, но подтверждает мнение, гипотезу Тиля результаты последней экспедиции Анненербе в Гренландию, которая проходила в период
с 42 по 44 год. Экспедиция была организована руководством СС и ключевым отделом Анненербе, археологическим отделом. Немцам удалось найти действительно уникальные артефакты. И самое интересное, что по итогам экспедиции все документы, все данные относительно гренландской экспедиции, последней, были засекречены по личному распоряжению Гиммлера. После окончания Второй мировой войны все, что было связано с гренландской экспедицией Анненербе, было конфисковано американской армией и вывезено в Соединенные Штаты. Чуть позднее, когда был впервые изобретен метод радиоуглеродного анализа, удалось установить, что возраст найденных предметов составляет их возраст 7300 лет. Допустимые отклонения при радиоуглеродном анализе составляют плюс-минус 100 лет. Уважаемые дамы и господа, это голые факты. Вы выводы делайте, пожалуйста, сами.